Последние 24 часа в зоне Персидского залива стали самыми тяжелыми для американской авиации за последние десятилетия. Серия инцидентов, подтвержденная официальными источниками в Министерстве обороны Соединенных Штатов, свидетельствует о критическом провале. За один вылет американцы лишились 4 единиц техники, включая ударный истребитель, 2 спасательных борта и штурмовик. Всех приветствую, с вами Александр. Подписывайтесь, пишите комментарии. Заранее спасибо и продолжаем. Цепочка катастроф началась с потери многоцелевого истребителя-бомбардировщика F-15. Машина была сбита непосредственно во время выполнения боевой задачи над территорией Ирана. Этот самолет считается одной из самых защищенных и универсальных платформ в арсенале Соединенных Штатов, способной работать в условиях активного противодействия радиоэлектронным средствам. Однако иранским зенитчикам удалось поразить цель, после чего истребитель рухнул. Судьба экипажа мгновенно стала приоритетной задачей для Вашингтона. На данный момент известно, что один пилот успешно эвакуирован, но поиски второго продолжаются в крайне сложных условиях. Дальнейшее развитие событий показало, что Иран подготовил скоординированный ответ на любые попытки поисково-спасательных работ. Когда в зону падения F-15 вошла группа прикрытия и эвакуации, иранские средства ПВО нанесли новый удар. В результате массированной атаки были уничтожены 2 транспортных вертолета. Потеря сразу 2 черных ястребов в одном секторе указывает на то, что боеспособность Ирана сохранилась. Параллельно с операцией в прибрежной зоне пришло подтверждение о крушении легендарного штурмовика А-10. Этот самолет, спроектированный для работы на малых высотах под плотным огнем, он попал под обстрел во время атаки на иранские позиции. Несмотря на серьезные повреждения фюзеляжа и систем управления, летчик проявил исключительное профессиональное мастерство. Он смог увести горящую машину из воздушного пространства Ирана и дотянуть до границы с Кувейтом. Там пилот был вынужден катапультироваться, так как самолет окончательно потерял управление. Летчик спасен и находится под наблюдением медиков, однако сама машина полностью уничтожена. Реакция высшего политического руководства Штатов последовала незамедлительно. Президент Дональд Трамп в своем официальном заявлении признал тяжесть ситуации, однако сохранил жесткую риторику. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты осознают все риски и не намерены менять курс из-за понесенных потерь. «Это цена войны», — заявил глава Белого дома, давая понять, что эскалация будет продолжаться, несмотря на чувствительные удары по престижу. На данный момент вся американская авиация в регионе переведена в режим максимальной осторожности. Полеты над территорией Ирана практически приостановлены. Командование оказалось перед тяжелым выбором. Продолжение авианалетов в прежнем формате неизбежно приведет к дальнейшему уничтожению дорогостоящей техники и гибели элитных пилотов. Аналитики предполагают, что провал воздушной тактики может заставить Вашингтон перейти к более радикальной наземной фазе операции. Если иранские береговые батареи невозможно подавить с воздуха без катастрофических потерь, единственным выходом для уничтожения ракетного потенциала противника может стать высадка подразделений специального назначения и морской пехоты. Это будет означать переход конфликта на совершенно иной уровень интенсивности с потенциалом полномасштабного вторжения. События показали, слова Трампа о полном доминировании только слова, а на деле все наоборот. Иранская армия смогла навязать свои правила игры. Сейчас внимание всех военных штабов приковано к Ормузскому проливу, где решается вопрос о том, сохранят ли Соединенные Штаты статус доминирующей силы в регионе или будут вынуждены отступить под давлением эффективной обороны противника. Потеря 4 бортов за сутки – это сигнал, который невозможно игнорировать. Вот такие новости, друзья. С вами был Александр, жду вашего мнения в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайк и будем вместе следить за мировыми новостями. До скорой встречи. Пока-пока.